А перед началом данного видео я вам рекомендую зайти на сайт blogproger.ru. Здесь вы найдете самую актуальную и интересную информацию из сферы IT. Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале BlogProger, и сегодня мы с вами поговорим о игре Code Combat и попробуем в нее даже поиграть. Это первый взгляд, так сказать, потому что я услышал про нее и решил посмотреть, что это вообще такое и чему здесь могут обучить на самом деле начинающих программистов. Я уже зарегистрировался. В принципе, я еще даже ничего не смотрел специально, чтобы можно было вместе с вами начать, так сказать, узнавать что-то новое. Ну, если здесь, конечно, все так действительно интересно, как говорят. Давайте пойдем в подземелье Китгард. Да. Здесь нам говорят, что мы выучим синтаксис, методы, параметры, строки, циклы и переменные. Хочу заметить, что эта игра у нас идет больше по изучению языка программирования Python, но если мы здесь нажмем, мы можем здесь увидеть, что можно и по JavaScript, и по CoffeeScript, не уверен, что это, C++, Java, ну, в общем-то, собственно, здесь есть еще какие-то разные герои, я с этим всем еще пока что не разбирался, но я думаю, нас обучат, тем более, что игра переведена на русский язык, это очень важно. Давайте посмотрим. Нам предлагают пойти сразу в подземелье, базовый синтаксис узнать. Ну, давайте возьмем капитан Аня Вестон, пусть будет так. Тут, видимо, еще какая-то РПГ есть. Ну, в общем, давайте посмотрим, что тут вообще у нас происходит. Итак, определите своего героя путем написания программы. Пиши код в редакторе справа, и герой будет следовать твоим инструкциям. Веди его по коридору, не касаясь стен. Так. Хватай сокровища. Ага. Ты можешь использовать эти методы. Пиши свой код справа. Ага. Так, избегай шипов, возьми самоцвет. Ну, тут, в принципе, все довольно понятно. Нужно вниз, потом вправо. Давайте будем прописывать сами. То есть hero, герой. Это, видимо, наш класс такой здесь импровизированный. Move down. Ну, давайте посмотрим, что же будет. Ну, в принципе, да, это довольно такой прям простецкий вариант того, как будет работать программка. И в целом для начала это самое то, что нужно. Хотя не уверен. Возможно, это уже для тех, кто хоть что-то начинает понимать в программировании. Единственное, что могу сказать, вот я уже заметил эту штуку, здесь круто это то, что можно выучить алгоритмизацию. То есть как работают алгоритмы. Давайте что-то тут наденем еще. Попробуем пойти дальше, посмотреть, что там. Избегайте шипов, соберите самоцветы. Ну, давайте попробуем. Значит, нам нужно собрать все самоцветы. Давайте пропишем сразу move, точнее hero move down. Далее hero move up. И далее hero move right. И запустим нашу программку. Что-то, видимо, я неправильно написал. Ага, я думал, он идет до конца, а он идет до какой-то точки определенной. Давайте исправлять, потому что здесь у меня допустилась ошибка. Итак, тогда нам нужно сделать еще раз hero up, hero.move up, и теперь уже можно использовать hero move right. Давайте посмотрим, что там у нас произойдет. Так, вниз, вверх, опять вверх и направо. Наверное, еще одну нужно... нет, все. Избегайте шипов, соберите самоцветы. Окей. Опять прошли. В принципе, сейчас понятно, что тут ничего сложного. Это самое начало. Но в целом
довольно забавно. А, Тут что-то уже с кристаллами какими-то, но это не так важно. Я так понимаю, что в целом эта игра условно бесплатная. Я так думаю, что какие-то уроки там идут платные, какие-то что-то нужно докупать, но я об этом еще не знаю, я же говорю, это первый взгляд. Так, начать уровень. Меня не должен увидеть Огр, я понял. Как я это должен... это я должен сделать с помощью прохода вверх. Для этого мне нужно прописать Hero Move Up, Hero Move Right, Hero Move Down и опять Hero Move Right. Давайте попробуем запустить. Посмотрим, что у нас тут. Ну, надеюсь, конечно, что помимо вот этого всего дела у нас еще будут какие-то функции, которые можно будет использовать. То есть, чтобы там драться можно было, например, или там еще что-то подобное. Потому что, ну, если только ходить, то будет довольно неинтересно. Да, в целом эта игра предназначена больше для тех, кому в среднем от 13 до 16, но для тех, кому от 18 до 25 тоже вполне подходит, как вы видите, и много кто играет. Очень классно, что сейчас очень много школьников, которые действительно занимаются программированием, и... Так, почему я не могу... запрещено на этом уровне. И, в общем-то, что есть такие обучалочки. Так, здесь есть какие-то огненные ловушки. Так, вот, тут еще написано, что можно дважды написать, точнее, чтобы не выполнять дважды одно и то же действие, можно вот так вот написать. Давайте попробуем. Так, где у нас там наш персонаж? Ага. Так, и нам нужно, получается, что тут? Получить самоцвет. Так, значит, нужно вверх, потом вправо, потом вниз, причем раза так 3-4, наверное. Ну, посмотрим, попробуем сначала 3, а потом уже разберемся. Давайте посмотрим. Запустим, посмотрим. Да, и можно дописать, чтобы он уже сразу шел вправо. Так, right. И допишем тоже 3. Попробуем. Ну, я думаю, да, тут уже видно, что путь, в принципе, пройден. Так. Там идет к нам Огр какой-то. Он подрывается на минах, понятно. То есть, ну, как бы на них, естественно, наступать нельзя. Так. И, кстати, тут очень классно, что используйте не более 5 строчек кода. Это очень круто, что они уже ставят какие-то ограничения, потому что это позволит нам, так сказать, научиться сокращать код, делать в какой-то мере рефакторинг и, в общем-то, собственно, играть по правилам того языка, который вы изучаете. Так, атакуйте брака дважды, собери самоцвет, атакуй Трегу дважды, герой должен выжить. Так, убедитесь, что дважды атакуешь каждого огра. Используй метод атак, указав по врагам. Ага, важно соблюдать регистр букв. Давайте попробуем. Так, я иду, получается... Давайте посмотрим, что вообще она делает. Получается, идет вправо и вверх атакует брака. Далее нам нужно, получается, пойти вправо на где-то 2. Ой. Далее нам нужно атаковать Hero. Так, Трэг. И давайте можно ли скопировать? Мне аж интересно. Да, копирование поддерживается, интересно. Так, давайте. Ага, то есть
там у меня лишний был, в принципе, ход, но в целом я прошел. Ну, самое главное, что команда выполнена. Точнее, задание. Так, давайте пойдем дальше. Ага. Как видите, я так понимаю, это все, что нам дали в бесплатной версии. Я не думал, что это наступит настолько быстро, что нам заберут вот это вот все дело и не дадут дальше играть. В принципе, игра, я даже не успел понять, интересная или нет. Я думаю, что в целом тут довольно много всего, но это уже решать вам. Моя задача была рассказать вам, в принципе, об игре. Это так, один раз посмотреть. Если вам будет интересно, конечно же, я могу продолжить прохождение, но это только если наберется большое количество просмотров под данным видео. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.